Стены здесь слышат больше, чем любые живые уши, и знают еще больше. Вот она, та самая железная дверь, за ней другой мир. Мир, который живет по своим законам, где не работают привычные тебе правила. Здесь не имеет значения, кто ты на воле. Нет разницы, бизнесмен ты, работяга или случайный прохожий. Здесь стирается все, остается только одно – как ты зайдешь, как себя поведешь и как тебя примут или не примут. Хата – это не просто камера. Это не просто помещение с нарами, это маленькое государство со своей иерархией, с невидимыми границами, с законами, которые никто тебе не объяснит. Именно здесь решается, кем ты будешь, человеком или никто. Тут нет второго шанса, нельзя исправить первое впечатление. Заходишь неправильно – все, исправлять уже будет поздно. В хате каждый твой жест имеет значение, слова значат меньше, чем взгляд, а взгляд меньше, чем походка. Здесь судят молча, зачастую еще до того, как ты откроешь рот. Ты даже не подозреваешь, насколько быстро окружающие сканируют тебя, оценивают твою одежду, манеру двигаться, выражение лица. Все, абсолютно все. Здесь сканируют так, что никакой искусственный интеллект и рядом не стоял. А самое страшное это то, что здесь не существует единого кодекса. Нет книги с правилами. Каждая хата живет своими порядками. И то, что считается нормой в одном месте, в другом может стоить тебе жизни. Есть камеры, где все по-черному, есть где все по-красному. А есть такие, где все смешано. И тебе никогда не скажут об этом заранее. Поймешь сам или не поймешь. Но запомни, независимо от того, куда ты попадешь, есть ошибки, которые смертельны в любом случае. Их нельзя допускать нигде. Ни в СИЗО, ни на зоне, ни в крытой тюрьме, ни в этапной камере, ни в карантине. Потому что здесь ты уже не человек из общества. Ты часть замкнутой системы, и эта система принимает тебя или ломает. И знаешь, что самое страшное? Твои первые секунды в камере решают все, и ты не представляешь, сколько людей загубили себе жизнь, только потому, что не знали, как правильно зайти. Но главное испытание впереди. Представь, дверь открывается, и вот тогда начинается настоящее. А что делать в первую секунду, сейчас узнаешь. Друзья, если вы уже в шоке от того, что услышали, поставьте лайк под этим видео. Это очень помогает продвижению и дает понять, что вам важна правда, а не красивые мифы. А в комментариях напишите, что по-вашему страшнее, стены тюрьмы или люди внутри нее. Ответы я обязательно читаю. Продолжаем. Представь, ты стоишь перед этой дверью. Толстый металл, царапины на поверхности, ржавчина по краям. Где-то в глубине за дверью слышны голоса. Пару секунд, и тебя толкнут внутрь. Замок щелкает, гулкий металлический скрип. Дверь медленно открывается. Вот он, момент, когда назад дороги нет. С этого мгновения начинается то, что навсегда изменит твою жизнь. Первый шаг, и ты понимаешь, ты попал в другое измерение. Воздух другой. Он пахнет старым бетоном, человеческими телами, табачным дымом и чем-то еще. Чем-то, что не описать словами. Десятки глаз, они уже смотрят, они уже все про тебя поняли. Даже если ты пытаешься выглядеть спокойным, они видят твой страх. Даже если делаешь вид, что не боишься, они видят, что это только видимость. Здесь нельзя молчать. В обычной жизни молчание – знак осторожности. Здесь – знак презрения. Молчащий сразу попадает под категорию черный. Тот, кто не считает окружающих людьми. Тот, кто себя выше ставит. А такого здесь не прощают. Сказать «здравствуйте» – ошибка, здесь не офис, не школа и не магазин. Такое слово звучит настолько нелепо, что мгновенно превращает тебя в посмешище. Правильное слово «здорово». Просто, без лишних эмоций, без лишнего пафоса, без фальши. И при этом нельзя быть слишком скромным. Заискивающая улыбка, опущенные глаза, нервное потирание рук, суетливые движения – все это пахнет трусостью. А трусость здесь, как запах крови в стае акул. Привлекает. Слабых здесь не любят, слабых здесь ломают. Одна из самых фатальных ошибок – зайти и бросить свой матрас со словами «куда скатку кинуть». Вот и в этот момент ты моментально превращаешься в циркового клоуна, потому что шконки – это не общежитие. Твое место здесь определяется не тобой, его тебе покажут. Есть и те, кто, посмотрев фильмы, пытается зайти с дерзостью, громко и вызывающе. Плечи расправлены, голову высоко, взгляд из-под лобья. Такой заходит и думает: сейчас покажу всем, кто здесь папа. И знаешь что? Именно таких ломают первыми. Потому что дерзость в незнакомой хате – это вызов. А вызов здесь принимают молча, быстро и бесповоротно. И вот ты стоишь, пытаешься понять, что делать, куда смотреть, на кого обратить внимание. Но каждый взгляд как удар ножом, потому что если посмотришь в глаза не тому, это может быть воспринято как вызов. А самое страшное, ты вдруг понимаешь, здесь нет ни одного свободного угла. Все места заняты. Каждая шконка, каждый табурет, даже каждая кружка, за ней закреплен человек.
Ты стоишь, не зная, куда деть свои руки, пакеты, вещи, скатку, куда. Если кинешь на пол, это неуважение, поставишь на койку без разрешения, это вызов. Если будешь продолжать стоять как истукан, это тоже плохо. И вот оно, первое испытание. Самое страшное в жизни тех, кто впервые попал в хату. Это не побои, это не крики, не угрозы. Самое страшное – это абсолютное молчание. Тишина, в которой тебя сканируют, изучают, решают твою судьбу. И ты понимаешь, твое будущее сейчас висит на волоске, на грани. Думаешь, все решают твои слова, твоя походка и твой взгляд? Ошибаешься. Самое страшное тебе уже знают, еще до того, как ты открыл эту дверь. А что, если твое досье уже в хате? Об этом в следующей главе. Дверь захлопнулась за твоей спиной. Камеры, люди и абсолютная тишина. Здесь никто не кричит, не кидается с расспросами, не устраивает допросов на эмоциях. Здесь работают иначе. Гораздо опаснее, гораздо хладнокровнее. Твое тело будто парализует. Голова лихорадочно прокручивает мысли, что делать, что сказать, куда посмотреть, как себя вести. Но есть одна проблема. На все считанные секунды. Ошибка номер 1. Мурчать, заискивать, заходить с полусогнутыми плечами, с виноватой улыбкой, искренне думая, что таким поведением покажешь, что ты типа свой. Наоборот, это как кровавая приманка в аквариуме с акулами. Ты слабый, ты не уверен, ты кандидат в жертвы. Ошибка номер 2. Резко играть в дерзкого. Заходишь и раскинув плечи с наглым взглядом, типа я сейчас тут всех построю. Дерзость без права на нее – это вызов, а вызов тут не обсуждают, тут его гасят. Быстро, жестко и без разговоров. Ошибка номер 3. Суетиться. Ты хватаешь свои пакеты, нервно крутишь головой, бросаешь матрас на первую попавшуюся шконку со словами «Куда скатку кинуть?». Все, ошибка. Матрас – это не просто вещь. Здесь он имеет значение, так же как и шконка, и кружка, и даже простая ложка. Любая вещь – это место, а каждое место – это принадлежность. Бросил матрас, значит ты присвоил себе то, что тебе не принадлежит. Ошибка номер 4. Одежда. Зашел в брендовых кроссовках, в модном спортивном костюме с яркими лампасами, в модной куртке, поздравляю. Для некоторых ты теперь потенциальный клиент, коммерсант, человек с ресурсами, а значит с тебя можно что-то поиметь. Здесь ценится другое, однотонное, сдержанное, без надписей, без вызова, без попыток выделиться. Черная футболка, серые штаны, лаконичность, невидимость. Ошибка номер 5. Смотришь в пол, значит ты слабак. Смотришь дерзко в глаза каждому, значит ищешь драку. Правильно, взгляд рассеянный, нейтральный. Смотришь не в глаза, но и не в пол, на уровень груди. На середину комнаты, в никуда, внимательно, осторожно и уверенно. Здесь оценивают не то, что ты говоришь, а то, как ты дышишь, как ты стоишь, как моргаешь, как держишь руки. И вот включается механизм, который нельзя остановить. Люди, сидящие в этой хате, уже мысленно начали разбирать тебя по кускам, сканировать, прикидывать, кто ты, человек или никто. Может быть коммерсант, а может крыса. Все, проверка началась, и знаешь, что самое страшное? Твои ошибки могут быть даже не в том, что ты делаешь здесь и сейчас, а в том, что ты уже сделал, на воле или в прошлых этапах. Потому что о тебе уже все известно, даже больше, чем ты сам о себе знаешь. В следующей главе ты поймешь, что информация в тюрьме летит быстрее любого интернета, и что твоя судьба могла быть решена еще до того, как ты открыл эту дверь. Вот ты стоишь, смотришь в никуда, губы сжаты в тонкую линию, руки опущены, плечи напряжены. Ты думаешь, что только сейчас начался отсчет твоей новой жизни. Думаешь, что все решится здесь и сейчас. Прямо в этой хате. Прямо перед этими людьми. Прямо сейчас, когда они тебя изучают взглядом. Ошибаешься. Судьба в этих стенах, она не начинается с твоего первого шага за порог камеры. Она начинается задолго до этого. Иногда за несколько часов, а иногда за несколько лет. Информация в тюрьме распространяется быстрее любых новостей. Быстрее любой молнии, быстрее любого интернета. Как только ты был задержан, как только тебя оформили, как только твое имя попало в базу, механизм запустился. Система записок, маленькие аккуратно сложенные бумажки, которые ходят по этапам, по карманам, по транзитам, передаются через этапников, через карантин, через тех, кто выезжает на суд на следственное действие, через тех, кто уезжает в СИЗО, а потом дальше на зону. А если думаешь, что это только бумажки, нет, здесь работает все. Телефоны, связи, знакомые, друзья друзей, интернет, соцсети. Здесь за сутки могут узнать о тебе такое, чего ты сам о себе не знал. Кто ты, по какой статье, как жил на воле, кем был, с кем дружил, были ли проблемы в предыдущих хатах, а может был замечен в сотрудничестве с администрацией, может сдал кого-то, может был замечен за действиями, которые здесь не прощают. Все, абсолютно все становится известно. И вот теперь представь, ты стоишь на пороге этой камеры, а люди внутри уже знают, кто заходит. Они знают твою фамилию, твои статьи, твои слабости, твои скелеты в шкафу. А самое страшное, если кто-то запустил ложную информацию, тебя будут встречать соответственно, проверять, принимать или не принимать.
Здесь есть такое понятие «справка пришла раньше тебя». И если в этой справке есть косяк, если кто-то написал неправду, или правду, которую ты хотел бы скрыть, все, шансов уже почти нет. И ты даже не представляешь, как часто это бывает. Сидишь на этапе, переводишься из одной тюрьмы в другую, думаешь, ну кто там про меня знает, новый этап, новое место. А на новом месте тебе уже готовы, уже ждут, уже решают, кто ты. И самое страшное, эта система безошибочна, или почти безошибочна, потому что плохая слава здесь летит быстрее доброй. Если был косяк, узнают, если был правильным, проверят. Здесь ничто не утаишь, здесь память коллективная, здесь ошибку прошлого несут за собой, как цепь на ноге. И вот теперь в камере начинается молчаливая оценка. Кто-то молча кивает друг другу, кто-то уже листает в голове ту самую справку. И вот теперь в камере начинается молчаливая оценка. Если справка чистая, впереди проверка на деле, а если нет, если в ней есть темные пятна, тогда испытание может быть совсем не тем, что ты ожидал. И дальше будет только хуже, потому что следующий этап – посадка на кружок, а вот там начинается самое интересное. И об этом в следующей главе. Ты можешь сколько угодно думать, что самое страшное – это сама камера, молчащие лица, тяжелые взгляды, запах влажного бетона до бока и старого человеческого пота. Кажется, хуже уже не будет. Кажется, но ты ошибаешься. Потому что самое страшное начинается не тогда, когда ты вошел, а тогда, когда тебе предложат присесть. Не на шконку, не на лавку, не просто куда-то в угол. Нет, тебе предложат сесть на кружок. Да, это звучит безобидно только для тех, кто никогда не бывал по ту сторону замка. Но для любого, кто в теме, посадка на кружок звучит как сигнал тревоги. Это проверка, это допрос. Это момент, когда тебя изучают не просто взглядом, тебя вскрывают. Пространство камеры вдруг будто расчищается, в центре появляется пустое место, а вокруг полукруг. Люди, те самые, кто решает, кто ты. Здесь нет случайных людей, здесь не бывает праздных разговоров. Здесь сидят те, кто решает судьбы. Смотрящие, братва, старшие, опытные. Те, кто давно уже не смотрят телевизор, не читает книги, потому что их жизнь – это и есть книга. Живая, жесткая, настоящая. И вот ты садишься. Первая команда – садись. Садишься. Как? Вот тут важно. Не развалившись, не заискивающе, спокойно, уверенно, но без понтов. А дальше начинается допрос. Кто ты? Фамилия, имя, отчество. Статья, сколько дали, где сидел, откуда заехал. И вот тут ловушка, потому что каждый ответ – это не просто информация, это триггер, это проверка. Где сидел? Если называешь место, в котором есть кто-то из сидящих, проверяют мгновенно. Если врешь – конец, если пытаешься скрыть – еще хуже. Были ли проблемы? Никогда не пытайся юлить. Скрыть косяк невозможно, все скроется. Вопрос только когда. И цена этой лжи будет намного выше, чем самого проступка. А дальше самое неприятное. Есть что за душой? Чисто ли? И вот тут ком в горле, потому что даже если ты чист, проверять будут. Смотрят на реакцию, на дрожащие пальцы, на скомканные ответы, на запинки, на фальшь в голосе, на бегущий взгляд. И ты сидишь, потеешь, глотаешь воздух, который будто стал гуще. И пытаешься не провалиться сквозь бетонный пол. Кто-то улыбается, кто-то молча кивает. Ты не знаешь, что это значит. Одобрение, приговор, пока непонятно. И вдруг тишина, мертвая, леденящая. Все посмотрели друг на друга, пауза, несколько секунд кажутся вечностью. А потом один из старших неспешно встает. Медленно, ставит кружку на стол и смотрит прямо в тебя. И ты понимаешь, сейчас решится все. Если сейчас что-то не так, дальше не будет уже никакого шанса. Потому что впереди самое страшное. Испытание, через которое проходят все. Карантин. А что там происходит, ты еще не готов узнать. Но узнаешь. Все самое жесткое впереди. Продолжаем в следующей главе. Думаешь, что посадка на кружок – это главный экзамен? Что раз тебя вроде как приняли, можно выдохнуть? Что теперь все, живи и вливайся в коллектив, адаптируйся? Ошибка. Фатальная ошибка. Потому что впереди карантин. И вот там начинается то, что ломало сотни. Ты даже не представляешь, насколько страшно оказаться не просто в камере, а в камере, где собраны все. Абсолютно все. Это как мясорубка, фильтр, болотная жижа, в которую бросают тех, кого еще не распределили. Где нет четкого порядка, где перемешаны все. Шизофреники, стукачи, обиженные, коммерсы, психи, рецидивисты и те, кто просто случайно сюда попал. Здесь каждый сам за себя. Здесь нет братвы, нет смотрящих, нет порядка. Администрация специально создает этот хаос. Специально, чтобы проверить, кто ты. Чтобы посмотреть, как ты будешь вести себя в условиях, когда порядок отсутствует вообще. Представь, заходишь в камеру, где 20, а то и 30 человек. Лица все разные. Кто-то спит, свернувшись под одеялом. Кто-то сидит, курит, не сводя с тебя взгляда. Кто-то просто молча наблюдает, оценивает, а кто-то откровенно ищет жертву. И вот здесь начинаются настоящие игры.
Без правил, без гарантий. Проверка на слабость. Могут просто подойти и сказать: дай телефон позвонить, а у тебя его нет. Или есть. И что ты будешь делать? Откажешь? Могут нарваться. Дашь? Значит, подтвердил, что тобой можно пользоваться. Провокации. Могут подкинуть тебе запрещенку, могут обвинить в краже, могут специально устроить конфликт, чтобы посмотреть, как ты реагируешь. Молчаливое давление. Здесь никто не объясняет, что правильно, а что нет. Здесь каждое утро ты просыпаешься с мыслью: а выживу ли я сегодня? А знаешь, что самое мерзкое? Именно здесь администрация внимательно смотрит, кто как себя проявит. Для чего? Все просто, чтобы понять, куда тебя отправить дальше. Сильных отправят туда, где порядок, где живут по понятиям, где все по-человечески. Слабых в пресс-хату, в места, где ломают, где выбивают показания, где заставляют подписывать все, что угодно, где из людей делают живых мертвецов. А если ты психически нестабильный, сломанный или морально дряблый, тебя постараются изолировать или запихнуть в камеру, где такие же, как ты, где нет ни порядка, ни жизни, где только существование. И ты стоишь в этом аду посреди этого гудящего, давящего пространства. И понимаешь, никто тебе не поможет, никто не скажет: сюда можно, а сюда нельзя. Здесь ты один против всех. И самое страшное, ты вдруг ловишь себя на мысли, что назад дороги уже точно нет. Никто не даст тебе откатить назад, перейти на респаун и сказать: я не знал, я не понимал, я ошибся. Нет, здесь за ошибки платят дорого. Иногда статусом, иногда здоровьем, а иногда и жизнью. И ты думаешь, что вот он, пик ада. Ошибаешься. Потому что дальше тебя ждет странная, жуткая, до сих пор непонятная традиция. Загадка. Загадка, которая может решить все. Ответишь неправильно, и последствия могут быть необратимыми. Что это, сейчас узнаешь. В следующей главе про легендарные тюремные загадки. Где правда, где мифы, почему некоторые из них могут стоить тебе будущего. Казалось бы, куда уж дальше. После карантина, после кружка, после первого шага в камеру ты думал, что прошел все, что самое страшное уже позади, что теперь можно просто влиться в поток и плыть. Ошибка, потому что именно в этот момент тебе может ждать то, что до сих пор пугает даже самых старых зэков. То, что передается из поколения в поколение, из хаты в хату. То, о чем рассказывают шепотом, с улыбкой или с леденящим холодом в глазах. Загадки. Тюремные загадки. Ты, конечно, слышал их, даже если никогда не был по эту сторону забора. Они гуляют в интернете, их передают в мемах, их рассказывают друг другу на воле. Вилкой в глаз или в попу раз. Да-да, знакомо. Слышал, улыбнулся, кажется глупостью, детским приколом. Но здесь это может звучать совсем иначе. Совсем не смешно, совсем не по-доброму. Истоки этих загадок с малолетки, с тех самых времен, когда в камерах сидели 14-летние, те, кто уже умел грабить, уже знал, как жить по этим законам. И вот они, молодые, жесткие, сидят в камере, скучно, нет телефонов, нет телевизоров, нет интернета, только 4 стены. Только они, только их фантазия. И вот тогда появляются они, загадки. Но не чтобы повеселиться, нет, чтобы проверить, чтобы сломать, чтобы посмотреть, как человек реагирует. Прямо, по-живому, с максимальным давлением. Представь, ты сидишь, камера гудит как улей. Все на расслабоне, курят, перемещаются, и вдруг тишина. Ловят взглядом, и кто-то бросает тебе. Ну что, вилкой в глаз или в попу раз? Пауза, в голове паника. Это что, прикол, проверка, угроза, шутка? Ответ не очевиден, и самое страшное, нет правильного ответа. Отвечаешь в глаз, значит ты согласен потерять здоровье, потерять зрение, потерять лицо. Ты вроде бы держишь удар, но последствия очевидны. Отвечаешь в попу раз, все, клеймо, ты сам согласился, ты сам выбрал путь, который здесь хуже смерти. И вот в этот момент большинство ломается, потому что понимает, выиграть невозможно. Но правда в том, что ответ тут никого не волнует. Главная реакция, как ты себя поведешь. Запаникуешь, побледнеешь, поплывешь, начнешь юлить, отшучиваться, оправдываться. Все, считай, что экзамен провален. А если ты спокойно, уверенно, с каменным лицом скажешь: не по мне загадка или не беру ни то, ни другое, загадка херовая, тогда да, это считается правильным. Тогда увидят, что ты не поддался, не сломался и не дрогнул. Потому что цель этих загадок не то, что ты выбрал, а чтобы ты показал, кто ты, насколько ты стрессоустойчив, насколько ты способен держать давление, насколько ты контролируешь себя. Но расслабляться рано, потому что загадки — это еще цветочки. Настоящий экзамен начинается после, когда ты вроде бы уже влился, вроде бы уже понял правила, вроде бы уже дышишь в одном ритме с этой хатой. И вот тогда начинается самое страшное, потому что дальше уже не просто проверка. Дальше каждый день становится игрой на выживание. О том, как жить дальше, как держаться, как не утонуть в этом мире, все в следующей главе. Ну вот, ты прошел все. Щелкнула дверь за спиной, перешагнул порог, выдержал взгляды, пережил кружок. Карантин не сломал, загадки не добили. Кажется, все. Теперь можно расслабиться, можно просто существовать.
просто жить? Абсолютно нет. Здесь никогда не заканчивается проверка, здесь никогда не бывает все. Здесь каждый день – это экзамен, а каждый час – это тест, каждая минута – это игра на выживание. Потому что тюрьма – это не просто бетон, замки и решетки, это постоянный баланс. Равновесие между тем, чтобы быть своим и не стать никем, между тем, чтобы не упасть и не перегнуть. И вот ты сидишь, уже вроде бы приняли, уже дали место, уже есть кружка, уже даже поставили свою скатку на шконку. Все, можно выдохнуть. Нет, потому что теперь начинается самая тонкая игра. Первая ошибка – это расслабиться. Решил, что тебя приняли, что теперь ты можешь говорить, что хочешь и делать, что хочешь. Смешно. Здесь никто не прощает самоуверенность. Вторая ошибка – суетиться. Начинаешь лезть во все. Подсказывать, давать советы, проявлять активность. Слишком много говоришь, слишком много двигаешься. Все, ты уже в зоне риска. Третья ошибка – бездействие. Решил, что лучше просто сидеть молча, не участвовать ни в чем, прятаться в уголке, чтобы тебя не замечали. Очень плохо, потому что здесь любят тех, кто вписывается в коллектив, кто понимает границы, кто знает, где можно промолчать, а где нужно сказать. Здесь каждое движение, каждое слово, каждая эмоция на весах. Баланс, только баланс. Правило выживания. Не трогай чужое. Вообще, никогда, даже если оно лежит без присмотра, даже если кажется ничейным, даже если это просто кружка на столе. Не садись туда, куда не предложили. Шконка – это не мебель, это территория, это статус, это принадлежность. Следи за чистотой, за собой, за своими вещами, за пространством. Здесь грязь – это не просто неприятно, это сразу знак – ты неряха. А неряха почти всегда проблемный. Не лезь в разговоры, если тебя не пригласили. Не перебивай, не вставляй комментарии. Лучше слушай внимательно, молча, учись и запоминай. Не смотри слишком пристально, но и не опускай глаза. Взгляд рассеянный, на уровне груди, в пространство. Но ухо на максимум, все слышишь, все замечаешь. Здесь тебя не будут учить. Здесь нет школы выживания. Здесь нет инструкций. Ты либо чувствуешь атмосферу, либо нет. Либо умеешь считать сигналы, либо тонешь. И вот ты живешь, день, второй, неделя, уже вроде бы все понятно, уже знаешь, с кем можно перекинуться словом, с кем лучше не связываться. Уже понимаешь, кто здесь в авторитете, кто просто сидит, а кто ищет, к кому бы прицепиться. Каждый день ритуал. Проснулся, взгляд по камере, кто как себя чувствует, кто как сидит, кто чем занят, все ли нормально. Любое отклонение – сигнал, что-то изменилось, значит надо понять что, почему, где риск. Потому что здесь не бывает просто так. Если кто-то слишком веселый, почему? Если кто-то слишком грустный, что случилось? Если кто-то стал ходить быстрее, чаще суетиться, на горизонте проблема, и лучше понять ее заранее. Одна ошибка, и тебя могут не просто поставить на место, тебя могут вычеркнуть из коллектива, из жизни. И самое страшное, ты вдруг понимаешь, что теперь ты тоже стал частью этой системы. Ты больше не наблюдатель, ты игрок, ты часть механизма. А если думаешь, что уже знаешь все, то ты сильно ошибаешься, потому что даже старожилы совершают ошибки, даже те, кто сидит десятки лет, порой ломают свою судьбу за одну единственную секунду. Хочешь знать, какие фатальные ошибки совершают даже бывалые? Тогда слушай дальше. Самое важное в следующей главе. И вот ты послушал, ты посмотрел, ты мысленно открыл дверь, переступил порог, почувствовал, как пахнет бетон, как смотрят чужие глаза, как тяжело молчание, как холодно даже в самом теплом помещении. Ты уже знаешь, что хата – это не просто камера, это не стены, не нары, не кружки и не матрасы. Это система, мир в мире, со своими законами, со своими правилами. Здесь не прощают ошибки, никогда, нигде, ни за что. Одна ошибка при входе и все, поставил крест на себе. Одна неосторожная фраза, и тебя начинают есть. Одно не так поставленное плечо, не тот взгляд, не туда поставленная скатка, и ты моментально скатываешься на дно. Потому что здесь нет второго шанса. Здесь нет «Ой, я не знал». Здесь нет «Простите, я не понял». Здесь только факт, только действие, только то, что ты сделал в первые секунды. Здесь не помогут деньги, связи, крутые кроссовки, дорогой костюм. Здесь важен только ты, то, как ты себя ведешь. Насколько ты умеешь держать лицо, когда хочется исчезнуть. Насколько ты способен молчать, когда внутри все горит от страха. Теперь ты знаешь, как заходить, что говорить, как стоять, как не сгореть под взглядом тех, кто видит тебя насквозь. Ты понял, как вести себя в камере, где каждый день это новая проверка, где любой взгляд может стать началом катастрофы, где любой звук это сигнал, где каждое движение это часть ритуала выживания. И если вдруг жизнь занесет, если вдруг ты окажешься перед этой железной дверью, щелкнет замок, заскрипит металл, ты уже будешь знать, что нельзя делать и как правильно заходить в хату. Но знаешь, в этом всем есть одна страшная правда, правда, о которой не говорят, правда, о которой молчат даже старожилы, даже те, кто десятки лет провел за этими стенами. Правда, которая ломает и спасает одновременно. Дело в том, что есть вещи, которые опаснее неправильного захода в хату.
вещи, которые делают даже самые опытные. И иногда одна маленькая ошибка, совершенная через месяц, через год, через 10 лет, может стоить дороже, чем самая страшная ошибка новичка. Если ты хочешь знать, какие фатальные ошибки совершают даже старожилы, ошибки, за которые платят здоровьем, статусом и судьбой, тогда пиши в комментариях, жду продолжения. Потому что если это видео соберет вашу поддержку, лайки, комментарии, подписки, я сделаю продолжение. Я расскажу о том, что происходит после, когда ты уже стал своим, когда думаешь, что все понял, когда кажется, что жизнь за решеткой налажена. И вот тогда тебя может ждать такой удар, после которого не встают. Так что подписывайся, жми колокол, пиши в комментариях, что хочешь узнать дальше. А если тебе понравилось это видео, поддержи лайком. Ты сейчас даже не представляешь, как сильно это помогает развивать этот канал и делать еще больше откровенного, честного контента о том, о чем молчат. Это был рассказ о том, как правильно заходить в хату. До встречи в новом видео, где мы расскажем то, что по-настоящему скрыто от чужих глаз. Мир! Спасибо за просмотр. Подписка и лайк – лучшая поддержка этого проекта.